Здорово, народ! Легенды окутывают нас мистикой и таинственностью. Никто наверняка не может сказать, правдивы они или вымысел. Они рождаются на уровне слухов и сильно разыгравшегося воображения, а также не исключены просто выдуманные истории, чтобы попугать друзей у костра в ночном лесу. Но правда ли? Абсолютно все легенды выдумка? Или же все-таки нет дыма без огня? И в нашем мире существует что-то действительно таинственное и мистическое. Как вы считаете? Напишите в комментарии, верите ли вы в легенды или считаете их чистой выдумкой. В этом видео я расскажу о жутких легендах, которые бродят по всему миру. Слендермен. На моем канале есть целое видео, посвященное Слендеру, но то была не легенда, а просто страшная история. Скорее всего, обычная выдумка, но это не точно. Где-то здесь появится подсказка. Рекомендую посмотреть после того, как досмотрите этот ролик. По легенде, Слендер, или как его еще называют, стройный человек, это высокий худой мужчина, одетый в черный костюм с белой рубашкой и галстуком. У него длинные, тонкие руки и ноги, а лицо не имеет глаз, носа и рта. Оно просто белое и гладкое. Его руки способны растягиваться, а из спины растут щупальца. При появлении Слендера его жертва теряет память, испытывает бессонницу, паранойю, приступ кашля, а из носа течет кровь. Если в местности заметили Слендера, значит вскоре пропадут дети. Он заманивает их в лес, лишает рассудка и уносит с собой. Тех детей, которые увлек стройный человек, больше никогда не видели. В 1983 году в городе Стерлинг-Сити в США пропало 14 детей. Их исчезновение связали со Слендером. Позже в библиотеке города нашли снимок неизвестного фотографа, который сделали в этот день. На нем якобы присутствовало чудовище. В 2014 году два подростка пытались убить свою подругу, потому что им приказал Слендер. Обе девочки попали в психиатрическую лечебницу, одна на 25 лет, другая на 40. Нет точной информации о том, как появилась история Слендера, но о том, что он существует, некоторые люди знают наверняка. Слендер похищает детей, и находятся очевидцы, которые говорят, что видели его незадолго до их исчезновения. Родители замечают, что в канун исчезновения ребенок рассказывал о непонятном, высоком, худом существе, которое приходило к нему в страшных снах. Рассказы детей считались ерундой и выдумкой, но только до тех пор, пока они не исчезли. Эль Силбан или Свистун. В Венесуэле и Колумбии есть страшная история о существе, проклятом целую вечность бродить по земле с мешком костей за спиной. Мистическое создание когда-то было маленьким мальчиком, жившим со своими родителями в Венесуэле. Эль Силбан был единственным ребенком в семье, и родители очень сильно его баловали. В итоге мальчик стал испорченным, капризным и вредным юношей. Однажды ребенок затребовал, чтобы на ужин родители приготовили ему оленину. Отец не смог добыть такое мясо, чем очень сильно рассердил требовательного сына.
Эль Силбан заколол собственного отца ножом и вытащил его внутренности и принес их матери, чтобы она приготовила из потрохов ужин. Ничего не подозревая, женщина воспользовалась мясом для готовки, хотя оно показалось ей подозрительным. Догадавшись, что произошло, мать пришла в ужас и была настолько поражена горем, что позволила дедушке самостоятельно наказать злобного мальчишку. Дед избил ребенка до полусмерти, а в его раны он залил лимонный сок и втер перец чили. Затем он вручил мальчишке мешок, полный костей отца, и натравил на маленького злодея стаю собак. Прямо перед тем, как звери растерзали мальчишку, дедушка проклял его на вечные скитания. Так на свет и появилось существо по имени Эль Силбан. О его приближении свидетельствует музыкальный свист, который становится все выше с каждой нотой. Свистун необыкновенно высок, его рост около 6 метров. Жертвами свистуна становятся одинокие путники, особенно пьяницы или неверные мужья. Сначала его свист слышится над самым ухом. Вопреки логике, это означает, что свистун еще довольно далеко. А вот когда мелодия едва различима, пользователь социальной площадки Reddit рассказал страшилку, которая ужасала его все детство и все его юношеские годы. Мужчина живет в Механиксвилле, штат Венгрия, и в районе этого городка пролегает извилистая дорога под названием Стадли Роуд. В небольшом доме около этой дороги жила семья с отцом-алкоголиком. Однажды вечером мужчина пришел в ярость и избил свою жену и ребенка до смерти, а потом покончил с собой. У девочки была сломана челюсть, но она умерла не сразу. В поисках помощи ей удалось добраться до дороги, где она упала замертво, залив всю свою пижаму кровью. С тех пор на извилистых поворотах Стадли Роуд посреди лесного массива некоторые водители видят светящуюся фигуру маленькой девочки, идущей вдоль обочины спиной к проезжающим машинам. Ничего не подозревающие автомобилисты, незнакомые с жуткой легендой, останавливаются, чтобы помочь ребенку в пижаме. Девочка оборачивается и издает нечеловеческий крик, демонстрируя ошеломленным путникам свою свисающую окровавленную челюсть. Иногда она даже пытается что-то сказать, но из-за текущей из ее рта крови ей удается издавать разве что булькающие звуки. Однажды 57-летний японец заметил, что кто-то меняет местами вещи в его доме. Из холодильника исчезала еда, а ночью его будили странные звуки. Мужчина решил, что сходит с ума, так как жил совсем один. Окна и двери в его доме всегда были закрыты. Однажды он решил действовать и установил во всех комнатах скрытые камеры. На следующий день он посмотрел отснятые материалы. На кадрах из посудного шкафа японца вылазила неизвестная женщина. Мужчина предположил, что она была грабителем, но полиция сообщила, что никто не взламывал замки. После проведения тщательного обыска женщину обнаружили в маленьком шкафчике. Как оказалось, она год жила в доме японца. Говорят, что серия мистических фильмов «Восставшие из ада» была снята под вдохновением от ужасной городской легенды, гудящей на всю Америку. По слухам, в Луизиане есть однокомнатный домик, стены которого покрыты зеркалами от пола и до самого потолка.
Место получило жуткое название – «Дьявольская коробка с игрушками». Согласно мифу, если зайти в этот дом и задержаться там слишком долго, в комнате появляется дьявол и забирает душу несчастного. Специалисты в области сверхъестественных явлений выяснили, что обращенные внутрь дома зеркала образуют шестиугольник, и по слухам, пробыть в этой комнате дольше 5 минут практически невозможно. Один человек простоял там больше 4 минут и вышел на улицу абсолютно немым. С тех пор он больше никогда не заговорил вновь. Одна женщина пережила в этой комнате остановку сердца. Подростка, зашедшего в эту комнату, с трудом оттуда вывели. Он кричал и дрался, как сумасшедший. А 2 недели спустя парень покончил жизнь самоубийством. В 1904 году, когда местное психиатрическое учреждение города Клифтон, Вирджиния, закрывается, появляется необходимость перевести пациентов в новое здание. Но транспорт с пациентами попадает в серьезную аварию. Большинство из них погибает, а выжившие вырываются на волю. Их всех успешно возвращают обратно, кроме одного. Этого больного отправили в психушку за убийство своей семьи в пасхальное воскресенье. Вскоре после его побега в округе на деревьях появляются измученные и изуродованные тушки кроликов. Некоторое время спустя местные жители обнаруживают тело человека, свисающее с потолка подземного перехода под железной дорогой, в таком же ужасном состоянии, что и кролики. Полиция пыталась загнать сумасшедшего в угол, однако тот, убегая, попал под поезд. Теперь его неспокойный призрак бродит по округу и все так же развешивает по деревьям тушки кроликов. Некоторые даже утверждают, что видели человека-кролика, стоявшего в тени подземного перехода. Местные жители верят, что тот, кто осмелится войти в переход в ночь на Хэллоуин, будет найден мертвым на следующее утро. Кушисаки Онна. Это страшная городская легенда о японской женщине, у которой есть большие ножницы, и она охотится за детьми. У нее очень большой рот, который разрезан от уха до уха, отчего кажется, что у нее ужасная, навечно застывшая улыбка. Женщина с разрезанным ртом ходит по улицам Японии. Она носит медицинскую маску и охотится в основном на детей. Если вы окажетесь у нее на пути, она остановит вас и задаст вам вопрос. И если вы дадите ей неверный ответ, вас ждет ужасная участь. Представьте такую ситуацию. Вы возвращаетесь домой, и ваш путь лежит по безлюдной городской улице. Вдруг вы слышите странный шум в тени. Вы приглядываетесь и видите красивую женщину. У нее длинные черные волосы, и она одета в бежевое пальто. Медицинская маска закрывает нижнюю часть ее лица. В Японии ношение медицинских масок не является чем-то необычным. Их носят в сезон ветров, чтобы пыль не попадала в дыхательные пути. Женщина выходит из тени и встает перед вами. И тут последует вопрос, красивая ли она. Прежде чем вы ответите, женщина срывает маску, открыв свое ужасное деформированное лицо. Ее рот разрезан от уха до уха, и в местах разрезов видны ее острые зубы. Женщина спросит, красивая ли она теперь. В ужасе вы пытаетесь ответить. Если вы скажете «нет», она достанет огромные ножницы и сразу убьет вас, срезав вашу голову. И если вы скажете «да», она разрежет вам рот от уха до уха, чтобы вы выглядели так же, как она.
Если вы попытаетесь убежать, она настигнет вас и убьет, разрезав пополам. Единственный способ ускользнуть от Кусисаки Онна – это дать неожиданный ответ. Если вы скажете «ты выглядишь средне» или «ты выглядишь нормально», она будет растеряна, и у вас будет достаточно времени, чтобы убежать. Согласно легенде, много лет назад в Японии жила очень красивая женщина, которая была чрезвычайно самовлюбленной собой. Ее муж был очень ревнивым и жестоким человеком. Он стал подозревать, что она изменяет ему. В припадке ярости он схватил ножницы и разрезал ее рот. Она стала мстительным призраком, который бродит по улицам Японии и носит медицинскую маску, чтобы скрыть свои ужасные порезы. Ужас женщины с разрезанным ртом начался весной 1979 года, когда по Японии распространились слухи, будто видели, как Кусисаки Онна охотится на детей. История очень быстро разошлась, и целые города были напуганы. Полиция усилила патрулирование, а администрация школ заставляла учителей провожать учащихся домой группами. В 2004 году Южную Корею заполнили сообщения о женщине в красной маске, которая охотилась на детей. В 2007 году один следователь нашел старое дело конца 70-х годов о женщине, которая гналась за детьми, но была сбита машиной и умерла вскоре после этого. Ее рот был разрезан от уха до уха. Вот такие жуткие легенды бродят по всему миру, и это только малая часть. Если вам понравилась данная тема, пишите об этом в комментарии. Тем самым вы дадите мне знать, что хотите продолжения. Отличного вам настроения, а тем, кто ложится спать, спокойной ночи. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.